На одной живописной ферме, окруженной зелеными лугами и невысокими холмами, живет кошка по имени Луна. Ее окрас дымчато-серый с белоснежной грудкой и мягкими, почти невесомыми лапками. Обычная кошка. Она не из тех, кто вальяжно проводит дни на подоконнике, наблюдая за птицами, или спит в тени сарая. Настоящая фермерская жительница, умная, проницательная и по-своему преданная. Вот уже много лет Луна живет с Карлой и Джимом Свидл, хозяевами фермы, ставшими ей семьей. Несмотря на свою природную независимость, Луна всегда была рядом с людьми. Она не любила громких звуков и толпы, но чувствовала настроение хозяев и тонко реагировала на перемены вокруг. Каждый вечер, когда солнце клонилось к закату, она совершала обход своих владений, заглядывала в амбар, проводила взглядом уставших от дневной работы лошадей, проверяла углы курятника и, наконец, устраивалась у двери дома, ожидая Карлу, чтобы сопроводить ее внутрь. Карла и Джим уже много лет занимаются разведением лошадей. Каждый год на свет появлялись жеребята. И каждый год Луна с любопытством, но сдержанно, наблюдала за новыми малышами, ни разу не вмешиваясь. Ее не интересовали кони. Она держалась на расстоянии, предпочитая свою зону комфорта и уединенность. Но все изменилось той весенней ночью, когда в конюшне произошло событие, которое оставило след в сердцах всех обитателей фермы. Одна из лошадей, любимая кобыла по имени Грейси, родила прекрасного жеребенка. Роды прошли непросто, и сразу после них Грейси почувствовала себя плохо. Карла, обеспокоенная состоянием своей любимицы, провела всю ночь в конюшне, борясь за ее жизнь. Она гладила лошадь, приносила теплую воду, звонила ветеринару, делала все возможное, чтобы спасти ее. Джим также был рядом, но боль в глазах Карлы была особенной. Она росла на этой ферме и знала Грейси с самого ее рождения. Лошадь была для нее больше, чем просто животное. Это был друг, часть семьи. Луна, почувствовав тревогу, пришла в конюшню, что для нее было крайне необычным. Обычно она не заходила туда, предпочитая держаться подальше от крупных животных. Но в ту ночь что-то изменилось. Она словно ощутила боль, исходящую из этого помещения. Осторожно ступая по деревянному полу, Луна подошла ближе. Она увидела Карлу, сидящую рядом с умирающей Грейси, и новорожденного жеребенка, который, едва появившись на свет, оказался совсем один в этом новом и непривычном мире. Малыш, которого позже назвали Тай, лежал один в углу денника, дрожал и тихонько поскуливал. Он еще не понимал, что произошло, но чувствовал, что что-то не так. И тогда Луна подошла к нему. Медленно, без страха, она запрыгнула в денник и устроилась рядом с жеребенком. Она тихо замурлыкала, как будто желая успокоить его. Карла вспоминает. «Я провела ночь в конюшне, ухаживая за Грейси и пытаясь ее спасти. Луна пришла сама, по своей воле. Когда она увидела одиноко лежащего жеребенка, она подошла и легла рядом с ним. Она тихонько мурлыкала, будто чувствовала его боль», — говорит Карла, с трудом сдерживая слезы. Утро принесло тяжелую новость. Грейси не удалось спасти. Карла и Джим были убиты горем, но больше всего их волновал Тай, осиротевший жеребенок, оставшийся без материнского тепла. Но он не был один. Рядом с ним была Луна. С тех пор между кошкой и жеребенком возникла особенная связь. Тай, который еще не умел твердо стоять на ногах, тянулся к Луне. Он чувствовал ее тепло, ее присутствие, и это успокаивало его. Кошка не отходила от него. Днем она лежала рядом, а ночью спала на сене под боком малыша. Она становилась для него матерью, другом, защитницей, всем сразу. Ее присутствие помогало Таю преодолеть одиночество и страх, которые обрушились на него сразу после рождения.
С каждым днем Тай рос, креп и учился быть самостоятельным. Его кормление теперь требовало участия людей, но Луна всегда была рядом. Стоило Карле подойти с бутылочкой молока, как Луна оказывалась тут же, садилась неподалеку и наблюдала, не отводя взгляда от жеребенка. Это было трогательное зрелище. Кошка, размером в половину меньше головы Тая, с настороженными ушками и внимательным взглядом, следящая за каждым глотком своего подопечного. Карла с улыбкой говорит: «Когда я утром открывала конюшню, Луна уже ждала. А если опаздывала, она сама приходила к двери дома, мяукала, словно говорила: «Пора кормить малыша». Она будто взяла на себя заботу о нем. Прошли месяцы. Тай подрос, окреп и превратился в красивого статного жеребца. Его движения стали грациозными, он все больше времени проводил на пастбище, бегая рядом со своей старшей сестрой Лилой. Он научился быть лошадью, свободной, сильной, гордой. Луна по-прежнему приходила к нему, но уже не так часто. Она как будто понимала, ее малыш вырос. Настало время отпустить его. Карла говорит, что Луна проявила редкое для животных понимание момента. Она вела себя, как мудрая мама. Она не тянула одеяло на себя. Она просто была рядом, когда это было нужно, а потом отступила. Это удивительно. Сейчас Тая и Луна продолжают жить на одной ферме. Иногда Тай подходит к изгороди и тихо фыркает, когда видит свою кошачью подругу. Луна, услышав его голос, идет навстречу, касается его морды своей головой и на секунду задерживается. Их дружба не громкая, не бурная, но прочная и настоящая. Возможно, Тай не помнит всех подробностей той ночи, но в его сердце навсегда осталась благодарность. Он знает, что в самые трудные моменты рядом с ним была не мать, а пушистое, мягкое существо с добрыми глазами и огромным сердцем. История Луны и Тая — это история о том, как любовь и забота могут преодолеть любые границы. Видовые, поведенческие, эмоциональные. Кошка и жеребенок стали друзьями не по велению природы, а по зову сердца. Это напоминание о том, что даже в самых темных моментах может появиться свет. Неожиданно, тихо, но очень вовремя. На этом история заканчивается. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас еще много трогательных и удивительных историй о животных, их дружбе, верности и невероятной силе доброты. До новых встреч!